Как оптимизировать сеточную стратегию, чтобы пройти всю историю торгов, не ликвиднуться и, собственно говоря, не застрять в сделке на года. Сегодня мы будем разбираться с этим вопросом, а поможет нам в этом два скрипта. Первый скрипт – это торговая стратегия. Давайте я шум уберу, чтобы у нас не было нагромождения на графике. Собственно говоря, с помощью торговой стратегии мы просчитаем комбинацию на всей истории торгов по основным показателям, которые вы увидите в таблице статистики. А подбирать комбинации на текущей истории графика мы будем с помощью вот этого скрипта. Давайте его сбросим по умолчанию, сбросим настройки по умолчанию и начнем оптимизировать. Подбирать, собственно, торговую стратегию. Сначала его настроим, сейчас верну его в центр, и настроим, быстренько пробежимся по настройкам. Ну, во-первых, у нас будет направление long, да, длинное, сигнал внешний, мы никакой источник сигнала не будем использовать, 25 тысяч баров. На текущей истории графика у меня 20 тысяч баров, так что укладываемся. Сортировать будем по профиту, максимальное количество комбинаций таблицы 10 и закрываем последнюю сделку, для того, чтобы у нас не было таких комбинаций, которые сначала хорошо отработали, а потом просто на долгое время зависли. Соответственно, эта сделка не будет учитываться в итоговой аналитике. Капитал 1000, проскальзывание давайте поставим 1/100, чтобы у нас не было такого, что мы закрываемся на фитиле и все у нас отлично, а в реальной торговле мы бы так не закрылись. Плечо 10, комиссия 5 сотых и liquidation level, уровень ликвидации 15, он совпадает у нас с торговой стратегией. Здесь, соответственно, зоны оптимизации, да, рамки оптимизации я оставлю по умолчанию. В целом они здесь широкие, с широким шагом. И мы с вами еще максимальный профит 50, минимум до ликвидации больше 50, и, соответственно, сделка у нас не должна превышать 2 недель на текущей истории графика. Но единственное, что я подкорректирую, наверное, take profit, и поставлю больше 30, потому что, возможно, у нас на текущей истории графика не будет, соответственно, комбинаций с таким профитом. И давайте начинать. Запускаем оптимайзер. С первой у нас всего 5000 комбинаций. В первой комбинации у нас нет никаких результатов. Идем ко второй. Сейчас быстренько пробежимся по 5000 комбинаций. За одну часть у нас, соответственно, прогоняется 1000 комбинаций. Таким образом мы с вами подберем определенные параметры для уточнения комбинаций. У нас одна какая-то появилась, и то предварительно я могу сказать, что мне она не особо нравится, потому что у нас минимум до ликвидации всего лишь 50, 50, 52, 52, да, такое у нас число. Оно мне не особо нравится, потому что оно маленькое. Я подбираю обычные комбинации, в которых минимум до ликвидации больше 70-80%. Идем дальше. Последняя у нас 5-я часть. Ничего. Собственно говоря, тогда будем вокруг этой комбинации и крутиться. Давайте под нее настраивать более узкие диапазоны. Сначала выключу оптимайзер, чтобы он у нас здесь не дергался. Поставлю на первую часть. И давайте настраивать. Соответственно, количество страховочных ордеров здесь 6 показывает. Давайте я поставлю 5-10 с шагом 1. Чуть-чуть в большую сторону, да, пойду. Как правило, на истории и по моему опыту, чем больше страховочных ордеров, тем они лучше всего себя показывают. Шаг страховочных ордеров единица. Давайте мы поставим 0,8-1,5 с шагом 0,1. Но опять же, посмотрим на итоговое количество комбинаций. Если что, я чуть-чуть сужу диапазоны. Мультиплеер 1,6 показывает. Да? Ставим единицу и 1,6, наверное, оставим, потому что больше я не вижу смысла внедрять. Мартингейл двойка. Давайте 1,2 с шагом 0,1. Окей. Take Profit у нас единица здесь показывает, да? Давайте мы с запасом сделаем 0, наверное, 8. Хотя можно 0.5. 0.5 я думаю, наверное, до 2. Сейчас посмотрим, смотря сколько у нас в итоговых комбинаций получится. У нас получается 43 тысячи комбинаций. Это, конечно, максбет. Давайте поэтому уменьшать количество в Take Profit. Давайте поставим 1,5, например. Посмотрим, сколько, 30 тысяч комбинаций. Тоже долго, это мы все будем делать. Единицу. И у нас 16 тысяч комбинаций. Все, окей. Если что, потом чуть-чуть в большую сторону посмотрим. И давайте начинать. Второй этап у нас оптимизации. 16 тысяч комбинаций у нас получилось. Давайте быстренько их прогоним. Посмотрим
получится ли у нас что-то получше. Ну, здесь я вижу уже профит больше, максимум, точнее минимум до ликвидации больше, поэтому ее сохраняем. Ту можно удалить комбинацию. Первая комбинация у нас уже получше, хотя на самом деле минимум до ликвидации очень маленький. Вот. И, к сожалению, такая комбинация, по моему опыту, просто не пройдет всю историю торгов, поэтому придется вставлять стоп-лосс. Бывает такое, что скрипт выходит по ошибке, ошибка времени выполнения, нам необходимо просто переключить комбинации в части 990-1000, ну, туда-обратно. Вот. И, соответственно, скрипт начинает новые просчеты, просчеты закончились, во второй части ничего не нашли. Переключаемся на третью, ждем, что у нас в третьей. Сейчас быстренько по 16 тысячам пробежимся, посмотрим. Быстренько, я думаю, вы поняли мою иронию. Раньше я с помощью расширений в браузере прогонял как минимум, как максимум, наверное, 3-5 тысяч за всю ночь, на ночь оставлял просто тестироваться, и таким образом подбирались комбинации. Сейчас, чтобы прогнать мне 16 тысяч комбинаций, мне потребуется меньше, чем 5 минут. Итак, здесь уже я вижу, что минимум до ликвидации у нас больше, и мы обязательно ее сохраним для того, чтобы, возможно, в каких-то параметрах перейти в большую либо в меньшую сторону, чтобы подкорректировать, найти более лучшую комбинацию. Так, ее сохраняем. Идем дальше. Идем дальше. Часть 7. Ну, пока у нас комбинации с малым количеством страховочных ордеров подбираются. Вот, видно тенденция 6-7. Вот, еще, да, 51 здесь, 39, 51. Ну, это у нас получше, вот, чем это. Сразу же видно, да? Да, сразу видно, ее мы не будем брать. Ну, вот, ее мы не будем брать. Идем дальше. Идем дальше. 8 ничего у нас не показывает. Смотрим 9. 9 у нас вылетела ошибка. Снова переключаемся в комбинации в частях. И сейчас, может быть, все-таки мы что-то интересненькое найдем. Интересненькое найдем. Ну, предварительно могу сказать, что в любом случае надо будет подключать стоп-лосс от последнего страховочного ордера, чтобы нам не зависнуть с 22 по 24 год в сделке. Вот, по опыту. Предварительно могу сказать, что не тестировал эту пару, не подбирал под нее никакие комбинации уже как бы достаточно долгое время. Вот, поэтому сейчас мы на текущей реальности, да, так скажем, вот это вот меня уже больше радует. Это меня уже больше радует. Здесь вообще 100% до ликвидации, 86% до ликвидации. Да, take profit меньше, но зато это намного безопаснее. Поэтому их мы сохраняем обязательно. И давайте дотестируем. Осталось 14, 15, 16, 3 части у нас. 3 части, и посмотрим, что у нас будет в них. Так, вот здесь уже тоже что-то есть. Давайте мы предварительно посмотрим. У нас здесь 48 профит, минимум до ликвидации 50, здесь 51, 35. Окей. Ну, смотрите, давайте мы сохраним первую комбинацию как самую профитную. Вот, ее мы будем иметь на всякий случай, иметь в виду, что она у нас есть такая. Посмотрим опять же на рамки вот, оптимизации для того, чтобы нам подобрать более лучшую комбинацию. Так, идем дальше. 15 ничего. И последняя у нас бам, и что-то у нас 56, 45, 45, 56. Ну, это вот лучше, чем вот это. Видим сразу же, да, здесь профит побольше. Минимум до ликвидации, ну, чуть-чуть поменьше, там, на сотые, да, в принципе, не отличается. А чем они у нас отличаются? 1,1, 1,5, 2, 0,9. Ну, тут take профитом отличается, поэтому эту комбинацию уберу и сохраним вот эти комбинации. И давайте на основе вот этих уже комбинаций подберем еще более точные, возможно, в какую-то большую сторону где-то комбинации. Вот, и перейдем к заключительному этапу, где будем уже тестировать на всей истории торгов и подбирать, собственно говоря, возможно, стоп-лосс, если зависнем в сделке, либо какие-то другие инструменты с помощью нашей торговой стратегии. Отключаем и поехали. Количество страховочных ордеров у нас по-прежнему от 5 до 7. Давайте тогда поставим, 4 вряд ли, пускай 5 сохраняется у нас, и поставим 8, чтобы чуть-чуть, опять же, уменьшить количество частей. Вот, шаг страховочных
SO Step, единица, 1,4, 1,3 видим, да, от единицы, то есть можем от единицы смело поставить и, например, чуть-чуть больше поставить до 1,8, например, ну, как вариант, в большую сторону. SO мультиплеер у нас видим 1,3, 1,5, да, 1,3, 1,5, ну, соответственно, 1,2, 1,6 можно оставить, чтобы, опять же, поменять чуть-чуть комбинаций было. Мартингейл строго двойка 1,9, ну, давайте попробуем 1,8, наверное, поставить. 1,8, 1,8, ну так-то это большой мартингейл. Окей, попробуем вот так вот. Да, ставим так. И take profit, что у нас 0,7, 0,8, 0,9 единица, да, от 0,7 идет 0,7, 0,7. Так, что-то у нас включен? Нет, не включен. 0,7 единица, и давайте максимизировать прибыль, поставим 1,5. Посмотрим, сколько у нас, 12 тысяч комбинаций. Ну, в целом справимся, я думаю, справимся, конечно. Вот, пока предварительно фильтры не буду никакие крутить, давайте попробуем так, что у нас получится. Вот, первая часть, бах, и у нас, вот, мы нашли, нащупали, у нас минимум до ликвидации, собственно говоря, 100, и при этом 42 профита, здесь 47, 91 профита. Вот, это уже радует, но я предварительно могу сказать, что эти комбинации, конечно же, зависнут. Вот, давайте что мы сделаем? Судя по тому, что у нас есть уже больше 40 профит, вот, и с хорошим расстоянием до ликвидации, мы просто здесь подкрутим 40 на максимальный профит и будем сохранять себе новые комбинации. Так, еще раз переключаемся в комбинации в частях. Так, и все, вот у нас остались хорошие комбинации. В целом, я думаю, вот эти все скриншоты мы можем уже предварительно удалить, потому что так как они у нас входят в целом в диапазоны текущих комбинаций. Вот, сохраняем вот эту комбинацию. Идем дальше ко второй части. Начало уже многообещающее. В целом 12 тысяч мы сейчас быстренько прогоним. И уже последний этап у нас будет. Так, у нас здесь 52 профит больше, 56 минимум до ликвидации. В целом вот здесь видим 41, 56, это уже получше, 51, 61, 43. Давайте эту тоже сохраним. Вот, дальше уже выберем на основе более сейфовых, так скажем, по соотношению, там, опять же, соотношению ликвидации к профиту. Вот, таким образом дальше посмотрим. Третья часть. Сейчас что-нибудь интересненькое может будет. Нет, ничего в третьей части. Давайте идти дальше. Четвертая часть. Вот 47,91. Это мне уже больше нравится. Вот, давайте их тоже сохраним. Сохраняем. Ну, здесь я бы сохранил только одну, вот, потому что она меня в целом устраивает по профиту, вот, и устраивает по минимальному количеству, минимальному расстоянию до ликвидации. Идем дальше, пятая часть, что ты нам покажешь? 52, 56, ну, в целом у нас уже была 52, 56, вот, здесь 48, 51, 43, 61, нам в целом здесь уже ничего не надо, потому что у нас здесь 43, 61 уже есть. Вот, идем дальше. Так, 46, 86, это мне тоже нравится. При этом 7 количество ордеров. Еще я обращу внимание на количество ордеров, потому что это очень важно при прохождении торговой стратегии на истории, потому что, ну, чем больше страховочных ордеров, тем больше мы покрываем, собственно, дельту отклонения, да, то есть большее расстояние от точки входа мы покроем. Вот, поэтому это у нас комбинация тоже в приоритете. Вот ее мы тоже рассмотрим. Вот здесь видим 66, 91. Так, 45. Было у нас что-то такое. 47, 91, 69. Ну, вот здесь вот чуть-чуть больше. Это нам не нужно. Вот здесь 52 профит, 52. При этом 8 страховочных ордеров. Максимальная просадка по депозиту меньше 60. Ну, вот эти лучше, чем вот это, опять же, да, если сравнить вот эти две, то у нас здесь 52, здесь меньше показатель по просадке,
здесь больше показатель расстояния до ликвидации, и здесь, соответственно, страховочных ордеров чуть больше. Вот это вот мы можем со спокойной совестью удалить, вот, и оставить вот эти комбинации. Вот эти комбинации. Эти комбинации мне тоже нравятся, у них 8 страховочных ордеров. Вот. Единственное, что минимум до ликвидации, расстояние до ликвидации, конечно, 60%, что мало. Что мало. Ну вот, идем дальше. Идем дальше. Восьмая часть. Восьмая часть. Восьмая часть нам тоже что-то показывает. У нас 47, 91, 5 страховочных ордеров. У нас что-то уже было похожее, насколько я помню. Вот у нас 47, 91, 69 и 5 страховочных ордеров. Да, у нас такая уже была. Возможно, где-то повторение вот в каких-то, потому что комбинации рандомизируются. Вот, что у нас 15-20. Здесь в целом тоже нам 40, 40-96. 40-91, да, но у нас было здесь 42-100, да, и 47-91-69. Нет, нам ничего из этой комбинации, из этих комбинаций не нужно. Идем дальше. Сейчас быстренько протестируем до 12 тысяч. 46, 49, 86, 74. Это у нас уже была схожая. Чем она отличается? У нас чем-то отличается? Нет, практически ничем не отличается. Идем в десятую. Десятая. Еще 3 быстренько протестируем. Так, 42. Ну, здесь, собственно говоря, уже я по профиту и по количеству ордеров сразу же откидываю эти комбинации, потому что в целом у нас уже есть получше. 11 ничего. И давайте крайнюю 12 и уже, наверное, остановимся на этом. Вот 60. Все. В целом мы с вами протестировали все части. Итак, в какой части у нас лучше всего комбинаций? Давайте посмотрим на получившиеся результаты. Результаты давайте смотреть. Во-первых, 5 количество СО мне не нравится. Вот 7, 86, 46 в целом хорошо. 8, 60, 52, 8, 66, 5. Угу, окей. И все, да, у нас. Так. Что бы выбрать-то? Чтобы выбрать? Чтобы выбрать, чтобы выбрать. Угу. 50, 91, 5. Мне 5 не нравится, 5 не нравится. 7, вижу 8, но большой. Ну, все-таки, вот как компромисс, вот эту, я думаю, мы и оставим. Давайте на нее, на шестую часть переключимся. Как компромисс попробуем вот эту. Вот. Потому что здесь минимум до ликвидации 86%, профит 46 плюс-минус, да, хороший профит. Просадка 24, ну, в целом, как бы не особо страшно. Вот, зато ISO аккаунт, количество ордеров 7 штук. Давайте ее, и мы будем вводить в нашу торговую стратегию. Количество ордеров 7 у нас. Ставим шаг 1,5, мультиплеер 1,2, мартингейл 1,7, take profit 1,5. 1,5, 1,5. И объем, собственно говоря, первого ордера единица. Единица, 1% от депозита. Все, в целом мы перенесли. Давайте посмотрим, чтобы у нас 46,19. Опять же, ежемесячный профит 6%. И 6% в месяц, 74% годовых. Это прекрасный показатель. Минимум до ликвидации 86,983 плюс-минус, да, нормально. Вот, и посмотрим по текущей истории графика в тестере стратегии, что у нас нам покажет. 36, но максимальная просадка чуть-чуть побольше, да. Ну, могут какие-то, собственно говоря, показатели не совпадать, вот, так как индикатор просчитывает, собственно говоря, данные комбинации на текущей истории графика, а в стратегии как бы функционал намного удобнее, и с точки зрения кода это намного проще реализовать, вот, чем погружать в симуляцию, а потом высчитывать каждый показатель вот, в индикаторе. Но не суть, к техническим подробностям не будем вникать в них. Вот. Собственно говоря, для того, чтобы нам протестировать на всей истории, обязательно с детализацией баров оставляем. Вот. Что еще? Что еще? Ну, давайте метки поставим на всякий случай и запустим. Где у нас метки? Как можете видеть, здесь всяческих режимов огромное количество, поэтому мы с вами просто тестируем обычную сеточную стратегию, хотя ее можно сделать и по сигналам, грид плюс ДЦА, и множество мультигрид можно сделать, множество сеток, можно канальный мод и так далее и тому подобное. Здесь огромное количество режимов в торговой стратегии. Итак, но пока не об этом. Тестируем на всей истории, вот, тестируем на стойкость данную комбинацию.
И, ну, давайте пробежимся, во всяком случае, по истории графика, что у нас здесь. Видим, что очень хорошо дельта посчитана, так как у нас усредняющие ордера забирают самые лои, самые минимумы. Здесь такое, вообще мы самый минимум забрали, все четко. Вот здесь тоже видим, что самый минимум забрали. Все классно, круто. А вот здесь, ну, собственно говоря, на росте мы забирали хорошее движение. Вот здесь тоже самый минимум, здесь самый минимум забрали. Вот, в целом очень хорошо у нас отрабатывает стратегия по текущей истории графика. Видите, здесь чуть-чуть не достали. А вот смотрим, что у нас получилось. У нас мы прошли всю историю торгов. Это круто. 1630% у нас получилось. 6434 сделки, 71 прибыльные, просадка 77, достаточно высокий показатель. Вот, видим, что с 21 по 22 год у нас было вообще проторговано все, а вот с 22 по 24 мы все-таки зависли, да, в сделке. Все-таки зависли в сделке 22 с ноября, ноябрь 24, с апреля 22 по ноября 24 мы зависли в сделке. 2 года. Ну, как предполагал, потому что количество страховочных ордеров малое. Что мы сделаем? Мы, собственно говоря, пойдем к расстоянию до ликвидации, минимуму до ликвидации, да, 3 февраля 2025 года. Вот идем к этой дате. 3 февраля, 3 февраля 2025 года, перейти к дате. Вот она у нас та просадка злополучная, да. И что мы сделаем? Мы просто введем стоп-лосс от последнего страховочного ордера. Вот у нас исполненный последний страховочный ордер. И до, соответственно, самого минимума здесь 33,93%. Я предлагаю поставить 35, вот, 35, чтобы на текущей истории графика у нас не исполнился этот стоп-лосс. Но на всей истории графика, для того, чтобы не было зависания, у нас он остался. Вот стоп-лосс у нас ввелся. Здесь, соответственно, losing deals, то есть проигрышных сделок 0. Вот. Поэтому мы со стоп-лоссом уже протестируем на всей истории графика и посмотрим, что у нас все четко. Опять же, посмотрим, сколько у нас исполнилось стоп-лоссов за всю историю торгов с, собственно говоря, такой дельтой. Вот, в любом случае они у нас исполнятся, вот, потому что мы там зависали. Вот, и видим, что у нас, во-первых, профит с 1600%, да, если я не ошибаюсь, повысился до 2140, и всего лишь раз и два. Два всего лишь стоп-лосса было. Это просто, бомба показатель, если честно. У меня до этого не было ни в каких парах такого показателя, чтобы за всю историю торгов мы, во-первых, вышли, да, из затяжных сделок. Вот у нас видно, что 23-й год, 24-й год, 25-й год проторгованный, все супер, все классно. И мы видим, что у нас всего лишь 2 стоп-лосса исполнилось. Вот. Такие дела. Максимальная просадка у нас всего лишь 43%, 9470 сделок. Супер. Мы нашли ту самую комбинацию, оптимизировали ее по стоп-лоссу. Это вообще очень круто все получилось. Опять же, можно потом покрутить с процентом от депозита, да, с объема первого ордера и увеличить прибыль еще больше. Вот. Но так мы с вами фиксируемся на результате 2140% за всю историю торгов, начиная с марта 2020 года. Вот. Считаю, что наша задача была выполнена, мы подобрали самую крутую комбинацию по текущей истории графика, вот, и посмотрели, как она работает на всей истории графика, оптимизировали стоп-лоссы, вот, для данной пары, и у нас, в общем, получились крутые результаты. Все. Всем спасибо за внимание, всем профита. Пишите в комментариях, какие пары еще разобрать, под какие пары подобрать сеточную стратегию. Вот, возможно, протестировать какой-то индикатор отдельный, какой-то сигнал от индикатора и подобрать для него take profit, стоп-лосс, либо сеточную стратегию. Пишите в комментарии, очень буду рад пообщаться. Всем спасибо за внимание еще раз, всем профита. Пока-пока.